В траурном зале царило напряженное молчание. Юный Алекс стоял в стороне от скорбящих взрослых. Его маленькое тело было напряжено от эмоций, которые казались слишком сложными для его лет. Когда он приблизился к гробу, все затаили дыхание, ожидая детского замешательства или слез. Вместо этого слова Алекса прорвались сквозь мрачную атмосферу с леденящей душу уверенностью. «Папа все еще жив», — сказал он ясным голосом. Присутствующие на похоронах дружно вздрогнули, некоторые обменялись неловкими взглядами. Для них заявление ребенка было не более чем фантазией, вызванной горем. Но один человек, детектив, чьи инстинкты были отточены годами расследования необычных происшествий, почувствовал искру интриги. Офицер Стоун был опытным детективом, чья история тесно переплеталась с историей покойного Джорджа. Их дружба, завязавшаяся в студенческие годы, давно разошлась, но связь осталась. Обстоятельства смерти Джорджа были необычными. Подробности так тщательно скрывались, что даже матери Джорджа было отказано в возможности в последний раз взглянуть на своего сына. Розали, жена Джорджа, была единственной, кто общался со следователем. Движимый любопытством и профессиональным инстинктом, Стоун получил постановление суда о проверке свидетельства о смерти. Когда он отправился в офис, его ждал неприятный сюрприз. Свидетельство о смерти исчезло. Не имея никаких документов, Стоун решил навестить Розали. Он появился без предупреждения, и напряжение было ощутимым. «Могу я поговорить с Алексом?» — мягко спросил Стоун, пытаясь как-то смягчить это вторжение. Розали колебалась. В ней взыграл инстинкт самосохранения. Через некоторое время она уступила и позволила провести короткую беседу. «Алекс, почему ты сказал, что твой папа все еще жив?» — спросил офицер. Взгляд мальчика остановился на Стоуне. «Я видел его», — сказал он, как ни в чем не бывало. Выражение лица мужчины изменилось. В этот момент вернулась Розали, и Стоун смог только поделиться контактной информацией и пообещать следить за развитием событий. Показания ребенка вряд ли можно было назвать конкретным доказательством, но что-то в уверенности мальчика не давало мужчине покоя. В тот вечер Стоун сидел за обеденным столом в своей комнате, и это дело занимало его мысли. Пропавшее свидетельство о смерти, неопознанное тело и непреклонное заявление ребенка. Кусочки головоломки отказывались складываться в единое целое, дразня его своей неполнотой. Ордер был невозможен без существенных доказательств. Расстроенный, но полной решимости Стоун понимал, что эта тайна еще далека от завершения. На следующее утро офицер пришел к Розали домой, и в каждой черточке его лица читалась решимость. Ее нерешительность впустить его внутрь, казалось, еще больше усилила его подозрения. Когда она, наконец, уступила, атмосфера оставалась насыщенной невысказанными секретами. Сидя напротив нее, Стоун размышлял о вопиющих несоответствиях, пропавшем свидетельстве о смерти, невероятных заявлениях Алекса. Ответы Розали были взвешенными, просчитанными. Она говорила о смерти Джорджа с отстраненностью, которая казалась одновременно привычной и хрупкой. Ее признание о том, что у Алекса было большое воображение, несло в себе скрытую неуверенность, как будто она сама не была до конца уверена, что ее сын выдумал свою историю. Внезапно Алекс ворвался в комнату. Его юное лицо сияло от возбуждения. «Я видел его, офицер», — заявил он. Его подробный рассказ о том, как он заметил своего отца возле детской площадки и в торговом центре, был точным и подчеркнутым непоколебимой уверенностью ребенка. Следственные инстинкты Стоуна взыграли с новой силой. Следующий день Стоун проводил в торговом центре, и когда он пробирался сквозь толпу, его взгляд привлек знакомый силуэт. Мужчина, удивительно похожий на Джорджа,
двигался знакомой походкой, от которой у Стоуна по спине пробежал холодок. Тогда офицер решил незаметно проследить. Мужчина заехал в книжный магазин, выпил кофе, затем остановился в магазине нижнего белья. Каждый шаг все больше отдалял его от того Джорджа, которого Стоун знал, и, как ни странно, это было ожидаемо. Только когда он вошел в скромный дом в тихом жилом районе для Стоуна, все встало на свои места. Он записал все, что касалось его машины, без опознавательных знаков, беспокойных движений, быстрых взглядов по сторонам, намеренно продуманного распорядка дня, человека, который не хотел, чтобы его нашли. Вооружившись доказательствами, Стоун передал свое дело судье. Показания Алекса, пропавшее свидетельство о смерти и таинственный мужчина — вот фрагменты головоломки, требующие разрешения. Был выдан ордер на эксгумацию тела Джорджа. Мирную тишину кладбища нарушали механические звуки раскопок. Появилась Розали, ее страдания были очевидны. Ее мольбы становились все отчаяннее, призывая Стоуна прекратить расследование. Она настаивала, что все раскрыто. В ее голосе слышались страх и отчаяние. Но офицер не сдвинулся с места. «Вы не можете этого сделать», — умоляла она. В ее голосе чувствовалась дрожь. Стоун представил ей фотографии таинственного мужчины, сделанные им в торговом центре, и она задрожала, когда стала рассматривать их, обратив внимание на сходство с Джорджем. Снимки заинтриговали ее. Несмотря на то, что ранее она не хотела иметь к этому никакого отношения, теперь она потребовала от Стоуна информации о человеке на фотографиях. Офицер, не желая пока ставить под угрозу свое расследование, сказал немного, но пообещал ввести ее в курс дела позже. Розали предложила другой подход. Сначала поговорить с этим человеком, прежде чем они потревожат могилу Джорджа. Это звучало практично, и Стоун согласился и отменил эксгумацию, чтобы узнать все из первых уст. Когда он покидал кладбище, у него уже был план направиться к дому этого человека. Когда он, наконец, добрался до дома, Стоун решительно постучал в дверь, гордо и четко демонстрируя свой значок. Дверь открылась, и появился мужчина, представившийся Карлом. Как только офицер оказался в доме, он, не теряя времени, спросил: «Ты Джордж?» Карл выглядел еще более озадаченным, нахмурил брови и ответил со смесью замешательства и легкого раздражения: «Я не знаю никакого Джорджа». Стоун внимательно изучал реакцию мужчины, не упуская ни единого намека на обман. Он попросил Карла проехать с ним в полицейский участок, чтобы прояснить некоторые нестыковки. Мужчина ощетинился, он был удивлен. «На каком основании?» — спросил он, в его голосе слышалось сопротивление. Напряжение между ними усилилось, поскольку Стоун твердо стоял на своем, решив докопаться до причин смерти Джорджа. Несмотря на протесты Карла и очевидное замешательство, офицер не сдвинулся с места. Достав соответствующие документы, он арестовал мужчину, заявив, что для выяснения обстоятельств необходим дальнейший допрос. В комнате для допросов Карл постоянно отрицал обвинения, демонстрируя неподдельное удивление. «Я не знаю этого человека», — повторял Карл снова и снова, его отрицание было твердым и безоговорочным. В конце концов, раздраженный Стоун предложил провести ДНК-тест, процедуру абсолютной идентификации, чтобы определить, Джордж это или нет. Все еще заметно встревоженный Карл смог кивнуть, потому что только это могло помочь ему восстановить свою честь. Ситуация приняла драматический оборот, когда Розали ворвалась в комнату, рыдая навзрыд. Со слезами на глазах она упала в объятия Карла, безудержно рыдая. Мужчина, застигнутый врасплох, без особого энтузиазма попытался утешить ее, спросив в искреннем замешательстве: «Мы знакомы?» К запутанному сюжету добавилась еще одна тайна. Результаты анализа ДНК показали, что Карл — близнец Джорджа, разлученный при рождении.
Стоун молча наблюдал, как это открытие потрясло всех присутствующих. Розали вспомнила об усыновлении Джорджа и возможности существования у него родного брата, и все точки начали вставать на свои места. Зал оцепенел от такого ужасного осознания. Карл боролся с теперь уже очевидным открытием, что он близнец. Как только они разгадали эту загадку, отпала необходимость в эксгумации останков Джорджа. День, когда Карл познакомился со своим племянником Алексом, стал поворотным моментом. Их взаимный интерес к авиационной механике быстро развеял первоначальную неловкость. Коллекция моделей самолетов Карла стала путем к пониманию, превратив их первую встречу в настоящую семейную беседу. Дело было закрыто, оставив после себя впечатляющую историю о неожиданном воссоединении семьи. История Джорджа и Карла стала местной легендой, свидетельствующей о непредсказуемой природе жизни и удивительных способах объединения семей. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.